Понятие гегемонии в политический язык в XX веке как особый термин ввел Антонио Грамши. Но с его легкой руки он получил очень широкое распространение. И сегодня понятием гегемонии оперируют самые разные представители самых разных направлений, течений, самые разные ученые, политологи, интеллектуалы в разных сферах, и в международных отношениях, и в политической философии. Само понятие гегемонии чрезвычайно интересно. Грамши был марксистом, но он фундаментально переосмысливал марксизм с точки зрения наиболее действенных факторов, которые влияют на политическую ситуацию. Маркс считал, что все события в политической сфере полностью предопределяются событиями или раскладкой сил в экономической области. То есть базис полностью предопределяет события в настройке. Ленин, со своей стороны, добавил значение политического фактора, показав, что, например, можно осуществить социалистическую революцию, пролетарскую революцию в стране с недоразвитым или вообще неразвитым пролетариатом, если партия будет сплоченная, активная и волевая. То есть показал автономию, определенную автономию политического фактора, на практике доказав, что это возможно. И Грамши задумался о следующем, что если политика может быть автономной по отношению к базису и подчас вести за собой базис, как в случае ленинизма, то есть еще одна сфера, которую сам Грамши называл гражданским обществом, и понимал под ним совокупность активных интеллектуальных кадров, художников, философов, артистов, людей свободных профессий, ученых также, которые не входят ни, строго говоря, в экономический процесс, то есть не обладают собственностью на средства производства, то есть не являются строго буржуазным классом, но и не являются пролетариями в классическом понимании. То есть, соответственно, их экономическая идентичность не определена. И также не являются представителями конкретных политических структур. Ну, например, государства или политических партий, или каких-то институтов именно строго политического характера. Так вот это гражданское общество, ну, то, что Грамши под ним понимал, с его точки зрения является очень важным фактором, предопределяющим в конечном итоге многие вопросы в политическом устройстве. Грамши обратил внимание на то, что эта прослойка, интеллигенция, можно сказать, или творческий класс, гражданское общество, как совокупность ученых, художников, тех людей, которые занимаются культурой, люди культуры, можно так назвать, от них очень много что зависит. И Грамши сказал, что они в значительной степени, показал, что они в значительной степени свободны и от экономических закономерностей, и от политических закономерностей. Но, тем не менее, в буржуазном обществе они транслируют гегемонистский дискурс, то есть они являются носителями гегемонии. И поэтому их деятельность в культуре, в политике, ну не в политике, в описании политики, в политологии, в науке, в искусстве, так или иначе, ретранслируют властные установки, которые помогают уже в свою очередь экономическому классу эксплуататоров с помощью политических институтов буржуазной демократии, буржуазного государства продолжать эксплуатацию пролетариата. То есть на самом деле это он и назвал гегемонией. Гегемония – это не политическая власть. Политическая власть – это и есть политическая власть. Вот партия, выборы или какие-то другие формы, узурпация ее. Экономика – это тоже немножко другое. Это соотношение к средствам производства. Если ты имеешь собственные средства производства, ты буржуа. Если не имеешь, ты пролетарий. Здесь все довольно понятно. А здесь есть экономическая доминация. В политике есть политическая власть. А вот в сфере гражданского общества или в сфере вот этого мыслящего класса реализуется гегемония. Грамши определял гегемонию как установление властных отношений, которые не замечаются теми, по отношению к кому они устанавливаются. То есть это когда нами правят, а мы думаем, что мы сами по себе собой правим. Когда нас кодируют, а мы полагаем, что мы свободны. Когда нас подталкивают, а мы уверены, что мы делаем нечто по собственной воле и реализуем собственное желание. Вот это и есть гегемония. Гегемония поэтому попадает в категорию скрытой власти. Так вот, с точки зрения Грамши,
эта гегемония реализуется в значительной степени благодаря определенным установкам этого креативного интеллектуального класса. На самом деле никто не заставляет их транслировать буржуазные ценности, буржуазные системы, воспевать статус-кво, существующий в буржуазном обществе, и тем самым, благодаря своему творческому интеллектуальному потенциалу, закреплять политическое господство буржуазии, также экономическую доминацию над пролетариями. Что интеллектуальный класс свободен. Он может выбрать гегемонию, а может выбрать контргегемонию. И никто его за это не одернет, потому что на самом деле значение этого сегмента чрезвычайно важно. На этом был основан грамшизм в политике, который дал колоссальные результаты. К 60-м, 70-м годам вся европейская интеллигенция, подавляющее большинство, была марксистской. Она вся была критически ориентированной к буржуазии. Хотя, конечно, не так жестко, но гегемонистский дискурс стал нормой европейской интеллигенции. То есть грамшизм заработал. И в 70-е годы Ален де Бенуа, консервативный на сей раз философ, провозгласил грамшизм справа или метаполитику, призывая интеллигенцию консервативного уклада точно так же свободно выступать против своих врагов. Ну, например, тех же либералов, которые несопоставимы с таким традиционалистским настоящим консерватизмом, призвал использовать сферу науки, искусства, интеллектуальную область занятий для свержения либеральной гегемонии. То есть грамшисты и неомарксисты делали это слева, а Ален де Бенуа предложил делать это справа. И вот эта гегемония чрезвычайно важна. Почему? Потому что, на самом деле, как оказалось, и теоретически у Грамши, и на опыте, интеллигенция достаточно свободна и может заставить считаться со своими, например, марксистскими или новыми правыми, если в случае Алена де Бенуа, идеями, независимо от того, имеет ли она политическое представительство в парламенте или нет. И в относительной независимости от экономического базиса. Конечно, есть какие-то нанятые чисто политические спикеры в интеллигенции, которым так или иначе просто идут заказы от власти или оплата их труда, но это вообще не гражданское общество, это такие вот гастарбайтеры, у нас их полно, эксперты, которые заказным образом озвучивают любую спускаемую либо сверху политически, либо проплаченную экономически теми или иными олигархами идею, любую озвучивают. Но они не относятся к этому обществу, потому что это никто, это мусор просто. Грамши говорит о других людях, которые могут сказать «да» политической и социальной системе, а могут сказать «нет». Грамшистский анализ интересен для нас тем, что в нашем обществе интеллигенция или креативный класс транслирует идею либеральной гегемонии. Кем бы эти люди ни были, какие бы задания они ни получали, они транслируют американо-европейскую модель нормативов, ценностей и образа будущего. То есть они являются, наш интеллектуальный класс, наше гражданское, так называемое общество в грамшистском понимании, является супергегемонистским, но не по отношению к гегемонии, скажем, ограниченной государства, а по отношению к глобальной гегемонии. И они захватили все это поле. Они служат не столько нашему государству, сколько глобальной Западной империи, богатому северу. Служат либо по собственному убеждению, либо за плату, но это уже второстепенно. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Грамши говорил, что значение этого поля, где развертывается гегемония, чрезвычайно важно, независимо от того, что нет, например, политической репрезентации. Наши либералы в нашем парламенте не имеют никакого политического представительства, а на наше общество, на молодежь, на культуру, науку, искусство, на образование влияют самым непосредственным образом. Я думаю, что сегодня перед нашим обществом стоит главная задача опрокинуть эту либеральную, атлантистскую, западную, американоцентричную, империалистическую гегемонию. Вырвать с корнем эту часть российской интеллектуальной элиты, ограничить ее в правах, разоблачить ее, показать ее сущность, показать, что она делает, и начать процесс контргегемонии. Причем наше общество марксизма уже прошло, хотя и в этом отношении могут быть интересные идеи. Но самое главное, на мой взгляд, что контргегемония должна стать делом нашей новой интеллектуальной консервативной элиты. Без этого мы не сможем создать устойчивое, автономное, самостоятельное, суверенное общество. А рано или поздно это, конечно, даст свои разрушительные результаты и в отношении нашей политической и экономической системы.